Мир обсуждает дебаты Байдена и Трампа, Лукашенко выбирает форму для военных Беларуси, а Россия теряет элитные войска. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Серьезный удар, которого не было. В России решили не говорить о прилетах в Тамбовской области, однако вновь заявляют о войне с НАТО. Ответственность за это будут нести страны НАТО. Неудачник, лох и осужденный. Трамп и Байден не подбирали слов в первых по своей уникальности дебатах. Кто и в чем просчитался и идет ли речь о политическом самоубийстве одного из кандидатов. Я покончу с этим быстрее, чем стану президентом. Отрицательное наступление. Россия могла потерять под Волчанском элитное подразделение. Как это повлияло на обстановку на фронте? Провели, так сказать, огневые удары по тем резервам, которые двигались именно к направлению Волчанск, как раз Липцы. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Прилет есть, но его как бы нет. В российском Минобороны, как всегда, не замечают своих потерь и о проблемах не пишут. Так, теперь в ведомстве Белоусова заявили, что в ночь на пятницу сбили 25 украинских дронов над Брянской, Смоленской, Курской, Воронежской и Ростовской областях. Однако о несбитых дронах, а точнее о тех, которые прилетели в Тамбовскую область и успешно попали по нефтебазе, в Минобороны ни слова. Признался в проблемах лишь местный губернатор. Сегодня в 4:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. Жертв нет. До ближайшего населенного пункта 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем. По данным Астры, беспилотники также атаковали завод микроэлектроники Кремний-Л в Брянске и воинскую часть в городе Карачи в Брянской области. А вот издание Moscow Times пишет, что это уже 6-я российская нефтебаза, которую атаковала Украина лишь за июнь. Напомню, что лишь в 20-х числах июня прилеты были по нефтебазе Платоновской, которая тоже находится в Тамбовской области, и также горела, пылала еще нефтебаза в Адыгее. В Москве жалуются, внимание, на интенсивность полетов стратегических БПЛА США над акваторией Черного моря. Конечно же, пугают войной РФ и НАТО. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации Альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО. О войне в Беларуси, если падет Украина, о том, какие риски существуют для Польши, для США, о будущем НАТО и Соединенных Штатов в этом альянсе. Обо всем этом говорили Байден и Трамп, которые встретились на уникальных для Америки дебатах, без аудитории в студии и каких-либо подсказок. Западная пресса открыто пишет о провале Байдена. Источники политика утверждают, что представители и сторонники Демократической партии обсуждают сейчас возможную замену их кандидата. Этого никогда не должно было произойти. Я добьюсь урегулирования этой войны между Путиным и Зеленским, прежде чем вступлю в должность 20 января. Я добьюсь урегулирования этой войны. Людей убивают так бессмысленно, так глупо. Я покончу с этим быстрее, чем стану президентом. Единственный человек на этой сцене, который является осужденным преступником, это человек, на которого я сейчас смотрю. И дело в том, что это не так. То, что он вам говорит, просто неправда. В сети также обсуждают общее состояние Байдена. Опубликовано видео, как президента США на дебатах сопровождала его супруга Джилл. Тем не менее, Байден считает, что дебаты прошли хорошо. The New York Times пишет, что Трамп 26 раз за время этой схватки с Байденом солгал, а вот согласно опросу CNN, где и транслировали дебаты, 67% зрителей признали победителем именно Трампа. Детальнее о прямоэфирном споре Байдена и Трампа мы поговорили с политологом Игорем Чаленко. В данном случае мы увидели относительно ровную политическую игру с двух сторон, Байдена и Трампа. Трамп выиграл немного за счет формы подачи и за счет технологичности озвученных месседжей. То есть задача Трампа была показать Байдена как
наихудшего президента чуть ли не за всю историю Соединенных Штатов. Байден выглядел сам действительно уставшим. Возраст дает свое, и это отмечают сейчас в западных медиа. Как раз из-за такой дряхлости подачи, ту, которую мы увидели. И, собственно, и начинается сейчас чуть ли не истерика в социальных сетях Соединенных Штатов. Возможно, там даже замена Байдена и так далее. Но я думаю, что это лишь такое первое впечатление. И далее будет совершен более серьезный анализ, поскольку для двух штабов есть сейчас достаточно материала для продолжения информационных атак против оппонента. Элитная российская 83-я воздушно-десантная бригада, вероятно, была разгромлена в Волчанске Харьковской области. Об ощутимой потере для армии РФ пишет Forbes. Там уточняют, что эта бригада бросила в свое время свои парашюты и воевала в Украине как механизированное подразделение. Участвовала в боях на юге Украины в 2023 году, после принимала участие в боях за Часов Яр и вскоре была переброшена в Харьковскую область, где понесла потери. По данным Forbes, многие отказались воевать. Украинские военные эксперты считают, что в частности на Харьковском направлении россияне не имеют возможности двигаться вперед. Провели, так сказать, огневые удары по тем резервам, которые двигались именно к направлению Волчанск, как раз Липцы. И в данный момент это мощно лишило врага возможности продолжать наступательные операции. И особенно важный формат этого Волчанска как основной стратегический пункт, с которого хотели не только захватить, а дальше развивать наступление на Харьков. Мы стабилизируем ситуацию в целом по всему фронту возле Харьковщины. Ну и с другой стороны, конечно, по Волчанску проводили операции по отрезанию новых резервов и поставке боесредств противника. Соответственно, локализацию в отдельных секторах. В первую очередь, конечно, агрегатный завод, отдельные дома. Четко установили границу по реке, которую они не могли пересечь. Станция радиационного мониторинга недалеко от Запорожской атомной электростанции была уничтожена из-за обстрелов и пожара. О потере контроля заявило Международное агентство по атомной энергии. МАГАТЭ уточняет, что это привело к тому, что снизилась эффективность возможностей станции по обнаружению и измерению любых радиоактивных выбросов в случае ЧС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что такая потеря не оказывает влияния на безопасность на ЗАЭС, при этом событие является, цитата, «источником беспокойства», так как это не первая такая станция, которая была выведена из строя с начала Большой войны. Функционирование оборудования радиационного мониторинга за пределами площадки является важной частью обеспечения ядерной безопасности во всем мире. Эти системы важны для постоянного мониторинга уровня радиации в случае чрезвычайной ситуации для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры, возможно, потребуется принять. В ЕС распределили руководящие должности. На саммите Евросоюза пришли к выводу утвердить кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для назначения на должность президента Европейской комиссии на второй пятилетний срок. Но окончательное голосование пройдет 18 июля. Президентом Европейского совета станет Антонио Кошта. Руководителем дипломатической службы ЕС или же высоким представителем ЕС станет Кая Каллас, она сменит Жозепа Борреля. И известно, что это будет первое в истории ЕС назначение на эту должность кандидата из Восточной Европы. Кроме того, вероятно, что президентом Европарламента на новый пятилетний срок вновь переизберут Роберту Мецолу. Мы видим, что популистские партии укрепляются и получают больше власти на европейских выборах. Это хороший знак того, что общее сотрудничество трех партийных семей не слишком ослабло и даже возобновилось. И это также хорошо для Европы. Ультраправый кандидат в премьеры Франции Жордан Бардella говорит, что не даст России поглотить Украину. Об Украине соратник Марин Ле Пен, который часто вспоминает ее связи с Путиным, вспомнил во время предвыборных дебатов. Бардella обещает помешать российскому империализму.
Моя позиция по этому конфликту очень проста. Я придерживался ее на протяжении всей европейской кампании. Она заключается в поддержке Украины и недопущении эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерной державой. Следовательно, если завтра я стану премьер-министром, на украинской земле не будет ни одного французского солдата. Детальнее о заявлениях лидера ультраправых и возможных дальнейших отношениях Парижа и Киева после досрочных парламентских выборов во Франции мы также поговорили с политологом. Господин Бордела в последнее время озвучивает столь противоречивые заявления, что сложно выделить, где он говорит правду, а где все-таки старается, скажем так, ослабить шансы оппонентов со стороны партии Возрождения Макрона. Поскольку понятно, что Макрон сделал ставку сейчас на проактивной позиции касательно Украины, на вопросах и отправки тех же инструкторов в Украину, на поддержке Украины дальнобойным вооружением. И вот по вот этим пунктам Бордела, он, в принципе, ответил, что он против такого. То есть поддержку он собирается продолжать Украины, но в каком-то оборонительном виде, то есть гораздо урезав ту поддержку, которая сейчас предоставляется одним из ключевых партнеров официального Киева. 69-летний Лукашенко хочет успеть везде, и по коровникам проехать, и в моде разобраться. Когда не говорит о войне с НАТО и наступлении со стороны Украины, занимается утверждением новой военной формы для ВС РБ. Об этом с гордостью отчиталось ведомство Хренина. Там говорят, что новые образцы были созданы с учетом мировой практики, специфики возложенных задач и в целях повышения комфорта. Это была цитата. Теперь вот в такой форме с разрешения Лукашенко будут представители вооруженных сил, Госпогранкомитета Беларуси, внутренних войск МВД, КГБ и другие. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо», отправляйте свой донат или же становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.